Итак, для работы нам понадобится пряжа мохер на шелке. У меня это Гламур от Ярна. Здесь на 25 грамм идет 212,5 метров, 70% суперкид мохер и 30% шелка. Цвет 430, неоновый розовый. Далее понадобится крючок 1,5 и такие инструменты, как линейка. У меня она шириной 4 сантиметра. Можно вырезать картонку такой высоты и использовать ее. Обмотать скотчем, чтобы нитка по ней легче двигалась. Также понадобится обычная пластиковая карта. Здесь идет высота 5,5 сантиметров приблизительно. Эти размеры не критичны. В зависимости от них у вас будет или меньше, или больше лепесток. Вот таким образом у нас получается лепесточек, который я делала на пластиковой карте. Вот такой. И немножко ниже, вот на сантиметр, получается лепесточек, который я делала на линейке. Соответственно, возьмем, если линейку еще пониже, тогда будет еще меньше лепесток. И так будем варьировать ширину лепестков. То есть здесь могут быть использованы инструменты, которые есть под рукой, либо, как я уже говорила, вырезать картонку. Ширина самого лепесточка зависит от того, сколько мы сделаем витков. И сейчас я вам покажу, как мы будем делать эти виточки. Вот я беру, например, пластиковую карту, набираем с правого конца пластиковой карты и фиксируем нить. Вот так вот снизу перекручиваем просто нити. Вот таким образом. Так, чтобы зафиксировать короткий хвостик, и прикладываем его к нижней стороне карты. Далее начинаем наматывать вот таким образом нить, обматывая всю карту. При этом я не затягиваю сильно нить, чтобы она легко передвигалась потом по карте. И складываю ниточку одну за одной, чтобы они вот так вот ровненько шли. Затем немножко передвигаю их, сдвигаю в кучку и продолжаю набирать вот таким образом на основу необходимое количество витков. В левой руке придерживаю хвостик и вот таким образом продолжаю обматывать. В конце, когда уже здесь мы много ниточки намотали, можно перевернуть вот так вот удобным образом карту. Хвостик уже более-менее зафиксирован. И продолжаем мотать там, где у нас осталось мало основы. Итак, вот таким образом намотали максимально плотно на всю ширину карточки. Рабочая нить у меня вот здесь сзади. Далее беру крючок. Вот так вот, там, где у меня идет у основания ниточка, на которую я наматывала все. Сейчас буду постепенно подхватывать по несколько виточков. Хвостик оставляем, придерживаем как удобно и подхватываем рабочую нить. Так, я пока с карты не снимаю и фиксирую вот таким образом петлей. Далее снова несколько подхватила виточков, протянула через все витки и сразу протягиваю тут же через предыдущую петлю. Таким образом нам нужно все основание подхватить и зафиксировать. Так, протягиваю через несколько витков и через петлю. Так, и далее вот таким образом подвигаю все витки, и первые закрепив, можно уже пробовать снимать всю эту конструкцию с карты, придерживая руками. Можно не до конца снимать. Вот так вот оставить, придерживая рукой. Продолжать закреплять основание. Так, никакой не пропускаем виточек. Все вот так вот подхватываем по несколько. По много тоже не беру, потому что от этого будет зависеть диаметр цветка, то есть ширина нашего лепестка. Вот так постепенно провязываю.
Петли можно вытягивать вот так, чтобы у нас низ не затянут был. Так, оставшееся снимаем. Аккуратно, чтобы ничего не распалось. И вот за основание четко провязываем. Так, готово. Последнюю вот так подхватываем тоже петлей воздушной. И далее вот так вот получилось. Мы зафиксировали основание. Вот видите, от этого будет зависеть диаметр цветочка. Насколько мы затянем петлями вот здесь вот расстояние по низу, по основанию, настолько у нас и будет раскрываться цветочек. Если мы будем поменьше брать виточков, то тогда будет пошире цветок. Далее, после того, как мы провязали основание, мы должны подняться. Вот это у нас ниточка, которая была первая. Она вот здесь идет в основании, и ее можно подтянуть. Так, и теперь поднимаемся на высоту наших петель с помощью воздушных петель. Вот так вот провязываю вверх. Даже не считаю петли, просто потом померяю по высоте, подходит ли. Вот так. Можно немножко ниже провязать эту цепочку, чтобы лепесточки наши вот так вот плавненько закруглялись. Итак, я вот провязала. У меня получилось 9 петелек воздушных. И я поочередно каждую ниточку по очереди подхватываю и провязываю. Первую зафиксирую. Вот так. Потом вторую протянула. Вторую, третью подхватила. И сразу через две ниточки на крючке протягиваю. Еще одну подхватила петлю, через 2 ниточки протянула. Здесь мы не вытягиваем петли, здесь нам нужно наоборот сделать ровную, красивую, аккуратную косичку. Я здесь наоборот их плотненько провязываю маленькими петельками. Для этого и беру такой маленький крючок. Вот так. Плотненько друг к дружке. Так провязываем каждую петлю. И стараемся брать их по очереди, не путать между собой. Также стараемся брать их за одну сторону. Вот как вы начали брать, подхватывать, вот, например, вот таким образом. Так и берем, чтобы ни за другую стенку не захватить, чтобы она не перекрутилась, эта петля. Чтобы все ровненько у нас лежали петли. И таким образом продолжаем до конца самостоятельно. И вот я уже все петелечки провязала. У меня остается последняя. Тоже ее подхватываю. И фиксирую. Последний раз делаю воздушную петельку. И теперь нам нужно такой же косичкой, как мы поднимались, опуститься вниз к основанию. И я просто провязываю цепочку из воздушных петель на высоту моих виточков. Вот этих витков. Ее можно сделать покороче, чтобы вот такое было закругление. Можно сделать на тот же уровень. Вот так я провязала и цепляю за первую петельку основания. Протягиваю через 2 нити на крючке и фиксирую вот таким образом. Всю нить можно отрезать. Получается вот такая часть цветка. Далее беру линейку высотой 4 сантиметра и также набираю петли, не затягивая их. Слегка наматываем вот так, сдвигаем. Снова намотали и сдвигаем, слегка касаясь краев линейки. И таким образом наматываем
на ширину от карты. Вот так примерно. Чтобы плотненько было вот такой же длины. Все, у меня готово. Вот примерно на ширину карты я плотненько намотала нить. Теперь сдвигаем на край линейки. И пока не снимая с линейки, вот так вот подхватываем несколько первых петель. Выводим петлю, фиксируем ее. И дальше продолжаем также подхватывать по несколько петель. Так протягиваем через все петли и через петлю на крючке. Так, дальше я сниму это все с линейки. Мне так удобнее. Придерживаю все рукой. И постепенно подхватываю все петли так до конца. Где-то по 3, где-то по 4 петли захватываю, где-то по 5. С линейки вот так вот подхватываем несколько первых петель, выводим петлю, фиксируем. Вот таким образом. Так, все подхватили по низу. И далее снова поднимаемся вот так цепочкой из воздушных петель. Вот так на высоту. И теперь по одной провязываем. Первую фиксируем и далее провязываем через 2. Плотненько провязываем косичку. И также спускаемся цепочкой вниз. Вот таким образом подхватываем первую петлю и закрываем ее. Так, все. Теперь второй слой у нас готов. Для такого маленького лепесточка я использовала пилочку для ногтей вот высотой 2,5-3 сантиметра. Можно также сделать из бумажки. Вот и все. Можно убрать один слой, оставить только 3, например, вот так, если хочется сделать более плоский цветок. И далее это все мы будем сшивать и свяжем еще основание. Для этого я беру на этот раз крючок 2,5 миллиметра. Можно взять номер 3, для того, чтобы у нас этот круг был не плотный и не утяжелял сам цветок. Можно вязать рыхло, главное, чтобы у нас был ровный кружочек, которым мы закроем дырочку. Итак, нам нужно сделать кольцо амигуруми. Вот так вот я на себя хвостик на указательный пальчик надеваю и затем обматываю один раз на себя. Придерживаю хвостик, крючком поддеваю дальнюю вторую вот эту нить. Подхватила, вытянула петлю, сразу цепляю рабочую нить вот так вот средним пальцем и вытягиваю через петлю. Все. Слева у нас хвостик остается. И теперь в круг провязываем 6 столбиков без накида. 1. Здесь можно не затягивать, свободно вязать. 2. 3. 4. 5. 6. За хвостик подтягиваем, в кольцо замыкаем. В первую петлю вводим крючок за 2 стенки. Вот так. И протягиваем соединительный столбик. Все, у нас 6 петелек. Вот их посчитать, если. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше во втором ряду нам нужно сделать 12 петелек таких. Мы будем в каждую петлю провязывать по 2. Я делаю воздушную петлю подъема. И следующая петля у нас не та, из которой выходит вот эта вот петля, а следующая. Провязываем. В один столбик провязываем 2 раз и в ту же вершину 2. Снова в следующий 3 и туда же 4. Далее 5 и туда же 6. Так, следующий столбик 7. 8. Следующий
9, 10. И в последний 11. И туда же 12. Так, второй ряд провязали. Далее вяжем третий ряд. Нам нужно сделать соединительный столбик. Вот наша первая петля. Под 2 стеночки ввожу крючок и вывожу рабочую нить соединительным столбиком. Вот так. Дальше петля подъема воздушная 1. В третьем ряду мы делаем также прибавки, но через 1 петлю. В первую, вот она, первая вершина, вводим сразу 2 столбика без накида. 1, 2. Также для удобства можно использовать маркер и отмечать последнюю петлю ряда. Вот она, последняя петля. В первую я ввела 2 столбика без накида. Далее в следующую петлю 1. Через раз в следующую петлю 2 столбика. Следующую петлю 1. И чередуем 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. И мы дошли до маркера, который обозначает последнюю петлю. И в последнюю петлю вводим 1 столбик. В третьем ряду мы вышли на 18 петель. Далее соединяем снова соединительным столбиком в первую петлю. Вот так. Вот эту петлю помечаем как последнюю и делаем воздушную петлю подъема. Далее в четвертом ряду мы провязываем 2 петли в каждый столбик. Первый одну, во второй. И в следующий делаем 2 столбика, то есть прибавка. Мы будем делать прибавки в шахматном порядке, чтобы как можно ровнее получился круг. То есть между прибавками у нас сейчас по 2 столбика в каждую вершину. Далее делаем соединение. Внимательно здесь нужно быть. Вот это у нас петля подъема. Вот она. А следующая идет петля от столбика. Поэтому мы вводим именно в эту петлю. И соединяем круг соединительным столбиком и делаем воздушную петлю подъема. Так, в последнюю мы вводим маркер и вяжем следующий ряд. В первый столбик вводим 2 столбика без накида. И далее провязываем в каждый по одному столбику 3 столбика без накида. И теперь у нас интервал прибавок через каждые 3. Так, в 1 столбик провязали 2 сразу, затем в 3 по отдельности. Снова в 1, 2 и в каждый 3 раза по одному. Так, провязываем следующий ряд до конца. В конце провязали 3 в каждую вершину, затем делаем соединительный столбик, воздушная петля подъема, и в шахматном порядке, чтобы у нас были прибавки, мы вначале делаем 2 столбика без накида в каждую вершину. Здесь помечу последнюю. И затем в следующую 2 столбика. И затем интервал через каждые 4 столбика. В 4 следующих вводим по 1 столбику. 4. И в следующие 2. И с таким интервалом продолжаем весь ряд. В конце у нас будет 2 столбика в каждую петлю. Так, в следующем ряду мы провязываем в первый столбик 2 вместе и затем между ними 5 столбиков в каждую петлю. В следующую 2 в одну и 5 в каждую. И с таким интервалом продолжаем весь ряд. И я еще провяжу один ряд, и мне будет этого достаточно по диаметру круга. Значит, здесь мы провязываем в начале 3 столбика
без накида в каждую вершину и в следующую 2 вместе. Далее 6 столбиков в каждую вершину. И в следующую 2. И теперь с таким интервалом вяжем весь ряд. 6 в каждый и 2 в один. Вот такой у меня получился кружок. Вот, и его достаточно, чтобы закрыть вот это отверстие. Если же нужно больше, то согласно схеме логически дальше также вяжем в шахматном порядке. В следующем ряду мы будем в первый делать 2 столбика в одну вершину, затем 7 в каждой, 2 в одну и 7 в каждую. И точно так же потом в следующем ряду мы делаем здесь вот 4 столбика в каждую, потом прибавка, и затем интервал 8 петель. 8 прибавка, 8 прибавка. Теперь нам нужно отпарить все, вот этот кружочек отпариваем лепесточки слегка. Итак, у меня всего вот один лепесточек, далее второй, вот здесь вот я расположу его, третий, самый длинный, и четвертый, самый маленький. Все, далее нам нужно еще сделать вот такую вот сердцевинку черного цвета. У меня это пряжа хлопок с пайетками 700 метров на 100 грамм. Тоненькая нить, можно заменить обычной нитью черной в несколько сложений. И сейчас покажу, как нам сделать вот такую сердцевинку. Для этого мы снова берем линейку или бумажку высотой 4 сантиметра. Точно так же наматываем в основании, перекрутив нить. И на короткий хвостик будем наматывать несколько таких витков. Также сильно не затягиваем. И вот так плотненько я намотала черную нить. У меня шириной получилось здесь 3,5 сантиметра намотка. Далее берем крючок. И нам нужно подхватить самую первую нить на линейке. И подхватить за нее хвостик. Так, рабочую нить вот так опускаем вниз к основанию, снимаем все с линейки. И далее нам нужно зафиксировать низ. Вот так вот я собираю все вместе пальчиками. И начинаю наматывать нить рабочую вот таким образом. Хорошо затуживая. Далее вот этот хвостик мы вот так вот наверх кладем и продолжаем наматывать. Затем завязывается вот таким образом. На узелок, чтобы закрепить. И в принципе все готово, только нужно теперь разрезать вот здесь. Все петельки разрезаем. Так, проверяем вот так ножницами, чтобы все были разрезаны петельки. Вот, и в принципе наша сердцевинка готова. Далее нам нужно сшить цветочек. Берем иглу трикотажную, ниточку, которую будем сшивать. Все. Для начала выкладываем так, как нам нравится цветочек с лепестками. Так, у меня идет самый нижний вот этот. Я сохраняю его ширину, которая мне нужна, и буду его пришивать на основание, которое мы сделали. Пришиваем самыми обычными стежками.
Есть одну часть сшили, далее прикладываю второй. И вот так же пришиваю. Далее прикреплю к серединке сразу нашу сердцевину. Вот так цепляю за петельки. Несколько стежков. И далее продолжаю сшивать лепесточки. Далее вот эту сердцевинку можно подрезать, укоротить, если это нужно. И каким образом вы сформируете цветок, это уже полностью зависит от вас, от ваших рук, фантазии. И сзади у нас получается вот так, таким образом. Есть основа, на нее можно прицепить булавочку и затем крепить на изделие. Так, весь цветочек в итоге у меня получается в диаметре где-то 15 сантиметров примерно.